Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео мы порисуем, и рисовать мы будем персонажей из мультфильма Gravity Falls. А именно нарисуем Мейбл и поросенка. Поросенка нарисовать будет очень легко, а Мейбл я покажу, как нарисовать. Но если вам захочется каких-то других персонажей, обязательно пишите мне в комментарии, я обязательно их нарисую и сниму на видео. Более подробно могу показать, как их рисовать. И давайте приступим. На самом деле, из-за того, что рисунки такие легкие, я называю их легкими, я не рисую схему. Обычно я бафлю поверхность, рисую карандашом схему и далее уже разрисовываю. В данном случае я уже сразу приступила к прорисовке. Заполняем цветом, и личико похоже на грушу. Далее мы прорисовываем волосы. Перед тем, как нарисовать волосы, естественно, просушиваем личико. И из-за того, что объем гель-лака большой, я просушиваю полное время. А какие-то мелкие детали я уже буду сушить где-то от 5 секунд, смотря насколько мощная у вас лампа. Далее рисуем шейку. Если цвета одинаковые, мелкие детали я могу просушивать по отдельности, для того, чтобы потом определять, где у нас идет воротничок, где у нас идет рукав и где будет идти сам свитер, допустим. Либо шея, либо глазки, когда мы вместе рисуем. Я делаю все по отдельности, для того, чтобы потом в соединении видно было. И я легко определяюсь уже потом, где какой элемент находится. Достаточно, на самом деле, быстрые рисунки. Это не какие-то сложные рисунки, поэтому можно легко нарисовать, и достаточно не так много времени это займет. Единственное, много времени занимает это прорисовка черной гель-краской. Но если вы набьете руку и возьмете хорошую гель-краску, то вы будете рисовать быстро. У меня есть, кстати, курсы по рисованию. Это 101 далматинец, это акварельные дизайны, и также есть курс по рисованию Бэмби. Если вам интересно, переходите по ссылочке, приобретайте эти курсы. Я там более подробно рассказываю, как поставить кисть, как сделать ее тонкой, как рисовать тонкие линии, как делать схемы, где делать высветление и тень на рисунке и тому подобное. Также подбор гель-лаков. Если вам это все интересно, то переходите и смотрите. Можете также мне задавать вопросы. Мы нарисовали глазки, глазки заходят за волосики. И далее, после того, как я уже нарисую глазки и высушу, я уже делаю веки нижние. И ротик. Ротик как я сделала? Я смешала красный, такой яркий, можно сказать, неоновый оттенок с черным. И у меня вот такой интересный цвет получился. Мне нужно было создать цвет такой темно-красный. Далее просушили и делаем зубки. И все. После этого мы можем приступить к прорисовке. Делаем прорисовку черной гель-краской. Все хорошенько обводим. Контур черный вокруг самого персонажа может быть достаточно плотным и черным, а внутри я уже советую сделать не такую толстую линию, более тоненько прорисовать. И, конечно же, после каждой линии вы можете просушивать эти элементы для того, чтобы вам потом легко подтереть, что-то стереть и исправить рисунок, чтобы он получился у вас красивым. Я когда так делаю, у меня, допустим, какая-то ошибка произошла, я могу легко стереть какой-то элемент, и у меня не стираются предыдущие линии. Также я использую толстую кисть для прорисовки, то есть для заполнения цветом. Я ее использую для того, чтобы подтирать какие-то линии, исправлять их, делать их тоньше, либо убирать какие-то ненужные элементы. Кстати, вы можете подписаться на мой инстаграм, я там рассказываю о своем переезде и тому подобное. Вы можете сюда переходить и следить за мной, так скажем, в онлайн. Вот так я подтираю какие-то ненужные элементы толстой кисточкой. Далее приступаем к глазкам. Первый глазик рисуем, и он должен заходить на другой глазик.
сложнее всего рисовать округлые элементы. Еще я стараюсь так, чтобы глазки мои были просто четкие, ровные и не грязные. Далее не забываем еще, конечно же, добавить реснички. Их всего лишь 2, а также брови. Брови прямо на волосах рисую. По крайней мере, на персонаже именно так. Далее добавляем на следующем глазике тоже реснички. Убираем лишнее, если появилось. И также бровку рисуем. Можем обвести сразу волосики. И про ушко не забываем. После этого нам нужно будет нарисовать глазики. Можно поставить их дотсом, либо можно довести именно самой кисточкой. После этого можете просушить и добавить тени и высветления. Я добавила тени и высветления и розовые щечки сделала. Если вам интересна тема с тенями и высветлениями, вы тоже можете мне написать в комментариях, я покажу более подробно. Вообще я просто показала вам, как нарисовать рисунок. Можно оставить и так, без теней и высветлений. Но вот я решила добавить. И вот такой вот у меня рисуночек получился. Сейчас мы с вами приступим к поросенку. Его рисовать максимально просто, и именно с него вы можете начать рисовать данных персонажей. Он вообще делается очень быстро. Сейчас я вам все покажу. Мы берем такой поросячий цвет. У меня вот такой оттенок. Я его смешала даже с несколькими, чтобы получить такой более поросячий оттенок. И все тут очень легко. Мы рисуем такую дугу и ушки. Все, внизу мы просто полностью заполняем все розовым оттенком. Самый быстрый рисунок. Сушим это полное время и все, можем переходить к обрисовке черной гель-краской. Рисуем сначала вокруг все, обрисовываем ушки и тому подобное. Потом уже приступим к мордочке. Вот так легко рисуются ушки. Вы можете это просушить и далее переходим к мордочке. Делаем пятачок его. Он делается очень легко, как вы видите. Далее добавляем щечки по бокам. Ставим вот эти дырочки в носике. Складочки добавляем. И ставим глазики. Они идут где-то примерно, где идут щечки. Все, сушим полное время. Далее добавляю тени и высветление. Добавим тени. Я сделала такой тоже поросячий оттенок, темненький взяла, но не смешивала его с черным цветом. Просто вот такой другой цвет розового, так скажем. Смешала это все с топом и добавляю тени. Их тут на самом деле не так много, всякие складочки, подбородочек. И далее, для того, чтобы создать эффект такого типа стикера, это сделано у меня и на Mabel, я обвожу белой гель-краской вокруг этого персонажа, это достаточно толстенько. Если вам это нравится, вы тоже можете данное повторить. Можно оставить и без этой линии, но мне кажется, с этой линией они как будто бы выделяются из общего фона и смотрятся намного интереснее. Также я добавляю блики, на личике у него, в складочках и на щечках. Все, сушим, покрываем матовым топом и персонаж готов. То же самое повторила и на клиенте, сделала еще несколько разных персонажей. Вот так-то все получилось. Как вам понравились такие рисунки? Если да, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать данные видео. А на этом все. Всем пока-пока!